Дистанционно управляемый подводный аппарат опускается на глубину 2300 метров возле Канарских островов, и его камеры выхватывают из темноты гигантскую гору с 3 вершинами, похожую на застывший вулканический остров. Геологи Испанского геологического института, ведущие эту съемку, не ищут Атлантиду. Они изучают риски подводных извержений для побережья, картографируя дно у самого восточного из Канарских островов, где под слоем воды дремлют потухшие, но не до конца угасшие вулканы. Но открытие, которое они делают в этот момент, неожиданно ложится на стол спора, длящегося уже 2400 лет. Перед ними гора, которая когда-то была настоящим островом, возвышалась над водой и медленно тонула на протяжении миллионов лет, унося с собой склоны, покрытые давно остывшей лавой. Казалось бы, легенду об Атлантиде давно следовало списать в раздел красивых выдумок. Ведь за 2 с лишним тысячелетия поисков ни одна экспедиция не предъявила миру город из золота и орехалка, лежащий на дне. Но на самом деле все куда сложнее. Ученые продолжают находить на дне океанов вполне реальные затонувшие земли, города и горы, которые заставляют по-новому взглянуть на старый рассказ философа. Сегодня разберем, почему за 2500 лет поисков человечество так и не нашло Атлантиду такой, какой ее описывал Платон, и что на самом деле скрывается в глубинах океана там, где ее упорно продолжают искать. Историю начал один человек – афинский философ Платон, живший в IV веке до нашей эры. В 2 своих диалогах, известных как Тимей и Критий, он описал остров, расположенный за Геракловыми столпами, нынешним Гибралтарским проливом, населенный могущественным народом, ведущим род от самого бога морей. По его рассказу, остров украшали кольцевые каналы, доки для огромного флота и храм, отделанный благородным металлом, ныне утраченным и известным как орехалк, чей точный состав до сих пор остается предметом споров среди историков. В центре острова, согласно описанию, возвышался холм с Акрополем, защищенным 2 рядами земляных насыпей и 3 водными кольцевыми каналами, а внешнее кольцо соединялось с открытым морем каналом длиной около 500 метров, по которому в порт заходили торговые и военные корабли. Атланты, согласно этому рассказу, попытались завоевать весь известный мир, но были остановлены древними афинянами, после чего богами было послано землетрясение и наводнение, которые в одну ужасную ночь поглотили остров целиком. Платон сопровождал рассказ ссылкой на египетских жрецов, поведавших эту историю мудрецу Солону во время его путешествия по Египту, и указывал точную дату катастрофы – за 9000 лет до самого Солона. По преданию, через много десятилетий после смерти самого философа, афинянин по имени Крантор отправился в Египет специально для того, чтобы проверить эти сведения, и, по его собственным словам, действительно нашел в одном из храмов иероглифические надписи, описывающие похожие события, хотя ни один независимый источник этой проверки до наших дней не сохранился. Эта деталь и стала первым камнем, о который споткнулись скептики. Если верить датировке Платона, Атлантида должна была погибнуть в эпоху, когда на Земле еще не существовало ни письменности, ни городов, ни даже простейшего сельского хозяйства в привычном понимании, а большая часть человечества жила небольшими группами охотников и собирателей, едва переживших последний ледниковый период. Что искать в океане, если высокоразвитая цивилизация с флотом, каналами и развитой системой портов просто не могла существовать в указанное время, согласно всем известным сегодня данным об истории заселения планеты? Но именно с этой нестыковки начинается самое интересное. Спустя почти 2000 лет после Платона немецкий ученый и монах Афанасий Кирхер составил первую известную карту Атлантиды для своего трактата о подземном мире, изданного в 1664 году. На этой карте остров расположен почти точно в центре Атлантического океана, между побережьями нынешних Европы, Африки и Америки, а береговые очертания нанесены с уверенностью человека, рисующего хорошо знакомую местность, хотя в реальности никто из современников Кирхера ни разу там не бывал. Карта Кирхера на века определила направление поисков. Раз остров погиб, ищите его дно именно там,
в открытой Атлантике, и десятки последующих исследователей принимали эту картографическую догадку как почти доказанный факт. И почти 2 столетия после этого энтузиасты так и делали, снаряжая экспедиции, опираясь не на новые данные, а на повторяемую из книги в книгу карту одного монаха XVII века. Но завязка этой охоты обернулась первым крупным разочарованием уже во второй половине XIX века, когда инженеры начали прокладывать по дну Атлантического океана трансатлантический телеграфный кабель. На дно впервые в истории человечества опустились настоящие систематические промеры глубин на огромных пространствах открытого океана. Ведь проложить кабель, не зная точного рельефа дна, означало почти наверняка его порвать на первом же подводном уступе. Тысячи замеров, сотни миль кабельных трасс и ни одного намека на остатки затонувшего континента, города или хотя бы крупного острова, там, где по карте Кирхера должна была покоиться Атлантида. Геологическая карта дна Атлантики складывалась медленно, замер за замером, десятилетие за десятилетием. И она показывала ровно то, чего не ожидали романтики. Гладкое океаническое дно, срединно-океанический хребет, протянувшийся через весь океан подобно гигантскому шраму, и никаких следов цивилизации ни под одним слоем ила. Казалось, что классическая версия легенды «Остров посреди открытого океана» обречена остаться красивой выдумкой без единого вещественного подтверждения. Но провал поисков в открытой Атлантике неожиданно открыл дверь для совершенно другого направления исследований. Если в центре океана ничего нет, может быть, дело не в географии, а в самом источнике легенды, рассуждали скептики следующего поколения. В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос выдвинул гипотезу, которая перевернула направление поисков почти на 90 градусов. Он предположил, что в основе рассказа Платона лежит не выдуманная катастрофа, а вполне реальное и хорошо изученное геологами событие. Грандиозное извержение вулкана на острове Тира, более известном сегодня как Санторини, в Эгейском море. По современным оценкам вулканологов, та катастрофа случилась во втором тысячелетии до нашей эры и была сопоставима по мощности с извержением вулкана Тамбора, одним из самых разрушительных в зафиксированной истории планеты, и примерно втрое превосходила по силе куда более позднее извержение вулкана Кракатау, прославившееся на весь мир в XIX веке. Облако пепла после взрыва растянулось на расстояние от 200 до 1000 километров, накрыв пеплом часть Восточного Средиземноморья и достигнув даже отдаленных земель Анатолии. А порожденная взрывом волна, по расчетам исследователей, могла достигать высоты до 100 метров у ближайших берегов, сметая порты и прибрежные поселения за считанные минуты. На острове Тира, до катастрофы населенном процветающей минойской цивилизацией, с собственным флотом, торговавшим с Египтом и землями на берегах нынешнего Ирана, жизнь оборвалась почти в одно мгновение. Минойские купцы славились на все Восточное Средиземноморье. Их корабли возили оливковое масло, керамику тончайшей работы и драгоценные камни, а флот настолько господствовал в Эгейском море, что более поздние греческие историки описывали его как первую известную им морскую державу. Раскопки на самом острове показали, что строения минойцев были погребены под слоем пепла толщиной в несколько метров, а Критский флот, главная опора всей минойской морской державы, был фактически уничтожен последовавшим цунами. Землетрясения довершили разрушение. Ядовитые фтористые соединения из пепла отравили пастбище, и скот, переживший первый удар стихии, начал массово гибнуть от голода и заражения. Гипотеза Маринатоса выглядела изящно. Число, которое назвал Платон, попросту содержало ошибку при переводе с египетских записей, где десятичный разряд сдвинулся на порядок, и вместо 9 веков получились 9 тысячелетий. А похожие ошибки переписчиков и переводчиков были хорошо известны историкам, изучавшим другие древние тексты той же эпохи. Если убрать этот лишний ноль, дата катастрофы Тиры идеально совпадает с эпохой расцвета и крушения Минойской морской державы, чьи следы археологи находили по всему Восточному Средиземноморью задолго до открытия Маринатоса. Но даже эта элегантная версия натолкнулась на собственное препятствие, которое не давало поставить точку в споре.
Раскопки на дне моря вокруг острова Тира, проведенные уже в наши дни с помощью подводных аппаратов и сонаров, восстановили форму берега до катастрофы, и оказалось, что остров действительно когда-то имел кольцевую конфигурацию с узким проходом в большую внутреннюю лагуну, очень похожую на описанную Платоном гавань. Современные геологи, реконструировавшие профиль морского дна слой за слоем, смогли восстановить даже примерное очертание береговой линии, какой она была непосредственно перед извержением. Совпадение оказалось слишком точным, чтобы списать его на случайность, и слишком частичным, чтобы объявить вопрос окончательно решенным. Тира была реальным, процветающим островом с трагической гибелью и развитой портовой инфраструктурой, но никогда не была отдельным континентом посреди открытого океана. Спор о происхождении легенды не утихал, и тогда в дело вступило новое поколение исследователей, вооруженных уже не теориями, а самой современной для своего времени техникой погружения. В 1970-х годах советское судно под названием «Академик Петровский» вело исследование мелководья Атлантического океана недалеко от Гибралтара, выполняя один из плановых рейсов Института океанологии, в задачи которого вовсе не входил поиск мифических островов. Сотрудник Института океанологии Владимир Маракуев во время одного из погружений сфотографировал подводную гору Ампер, расположенную примерно в 650 километрах от Гибралтарского пролива. И эти снимки разошлись по миру куда шире, чем рассчитывали сами исследователи. Анализ снятых пород показал нечто неожиданное. Горные образования на вершине Ампер по своему строению напоминали не просто застывшую лаву, а террасы и плоские поверхности, похожие на следы эрозии, которые происходят только тогда, когда суша долгое время находится над водой, под ветром и дождем. На время это открытие подогрело интерес к классической версии Кирхера. Возможно, центр острова Платона стоит искать не в открытой части океана, а ближе к Гибралтару, у границы между Атлантикой и Средиземным морем. Именно там, где сам Платон и поместил Геракловы столпы. Но чтобы понять, почему эта находка не закрыла вопрос окончательно, придется вспомнить про геологический процесс, который происходит на дне океанов постоянно, без всякого участия человека. Подводные горы вулканического происхождения регулярно поднимаются над поверхностью воды, существуют как острова на протяжении десятков тысяч или даже миллионов лет, а затем медленно опускаются обратно под собственным весом по мере того, как остывает и проседает земная кора под ними. Гора Ампер, какой бы притягательной ни казалась версия о ней как об Атлантиде, оказалась лишь одной из множества подобных подводных гор в этом районе океана, переживших точно такую же судьбу. И вот что удивительно, спустя десятилетия после открытия горы Ампер в той же самой акватории недалеко от Канарских островов испанские геологи нашли еще одну подобную гору, которую назвали Лос-Атлантас. Эта экспедиция стала частью более широкого проекта по изучению вулканической и гидротермальной активности в регионе, призванного оценить риски для жителей соседних островов, в первую очередь самого восточного из Канарских островов – Лансароте. Используя дистанционно управляемый подводный аппарат, способный погружаться на глубину до 2500 метров, команда Геологического и Горного института Испании обнаружила массивную структуру с 3 потухшими вулканами в основании, диаметром около 50 километров, чья вершина в самой высокой точке находится всего в 60 метрах от поверхности океана. Руководитель исследования, геолог Луис Сомоса, прямо назвал гору одним из возможных источников самой легенды, отметив, что в прошлом эти вулканы действительно были самостоятельными островами и продолжают медленно тонуть прямо сейчас, в наши дни, хотя сам процесс растянут на геологические эпохи. Камеры аппарата зафиксировали застывшие потоки лавы, окаменевшие на склонах горы именно в тот момент, когда они когда-то стекали по поверхности острова, существовавшего здесь миллионы лет назад, задолго до появления на Земле первого человека. По расчетам ученых, основанным на анализе осадочных пород, гора Лос-Атлантас возвышалась над поверхностью океана от 34 до 56 миллионов лет назад, что делает ее ровесницей куда более ранних геологических эпох. Это была не первая и не последняя подводная гора, претендующая на родство с легендой, но каждая новая находка
подтверждала одну и ту же закономерность. Океан действительно хранит затонувшие острова. И их геологическая история выглядит завораживающе похожей на сюжет Платона. Но хронология этих островов почти никогда не совпадает с хронологией, в которую могли бы вписаться люди с кораблями. Среди людей до сих пор живет миф, будто наука современности с ее спутниками, эхолотами и подводными роботами уже исследовала все дно Мирового океана и просто не нашла там ничего похожего на затонувший континент, а значит, легенда полностью опровергнута. На самом деле все иначе. По оценкам океанографов, детально закартографировано меньше четверти всего морского дна планеты, а значительная часть глубоководных равнин и подводных гор до сих пор изучена лишь самыми грубыми методами спутниковой альтиметрии. Каждый год подводные экспедиции продолжают находить на дне океанов структуры, которые прежде никто не фиксировал, от целых подводных гор до затопленных участков древней суши, скрытых под слоем многовековых осадков. Одним из самых ярких подтверждений этой мысли стало открытие, сделанное на другом конце планеты, у северных берегов Австралии. Археологи университета Гриффита, изучая континентальный шельф между современной Австралией и Индонезией, реконструировали участок суши, который существовал во время последнего ледникового периода, когда уровень океана был значительно ниже современного. Эта территория была частью древнего палеоконтинента, объединявшего в одно целое современную Австралию, Новую Гвинею и Тасманию, и служила своего рода естественными воротами для переселенцев, постепенно продвигавшихся с островов нынешней Юго-Восточной Азии. Первый этап обнажения этой суши произошел значительно раньше, между 71 и 59 тысячами лет назад, когда океан отступил примерно на 40 метров и обнажил цепочку островов, ставшую для древних переселенцев настоящим архипелагом-мостом. Между 29 и 14 тысячами лет назад, уже в пик последнего оледенения, эта равнина обнажилась полностью и по площади превышала территорию современной Великобритании в 1,5 раза, превратившись в цельный, связанный массив суши. По оценкам исследователей, на этой временной суше, которую сегодня называют Австралийской Атлантидой, мог проживать почти 500 000 человек, использовавших обнажившийся коридор как мост для расселения по новым землям, а эхолоты современных судов до сих пор фиксируют на дне очертания древних речных русел и возвышенностей, по которым некогда передвигались эти люди. Археологи, изучающие прибрежные слои современной Австралии, относящиеся к тому же периоду, отмечают резкий рост числа найденных каменных орудий, что говорит о растущем населении и развивающейся материальной культуре прямо в то время, когда равнина еще существовала над водой. Когда ледники растаяли и уровень океана начал стремительно подниматься, эта равнина исчезла под водой навсегда, забрав с собой память о целом мире, в котором жили реальные люди, а не мифические атланты. Генетический анализ современных жителей островов Тиви, расположенных на краю этого затопленного шельфа, до сих пор хранит следы древних миграций, которые происходили именно тогда, когда равнина еще существовала над водой. Но эта находка при всей своей убедительности поднимает новый и еще более тревожный вопрос для всех, кто пытается отыскать классическую Атлантиду именно там, где ее искал Платон. Если затонувшие земли с реальными людьми существуют у берегов Австралии, почему за 2,5 столетия систематических исследований дна Атлантического и Средиземного морей так и не нашли ни одного города с признаками высокоразвитой цивилизации, хотя бы отдаленно похожего на описание греческого философа? Ответ на этот вопрос пришел не из археологии, а из геологии плит, изучающей движение целых континентов на протяжении миллионов лет. Ученые, занимающиеся реконструкцией древних береговых линий, давно установили: за последние 10 тысяч лет, тот самый промежуток времени, в который вписывается практически любая разумная датировка легенды об Атлантиде, ни в центре Атлантического океана, ни у его берегов не существовало ни одного крупного острова, который впоследствии целиком погрузился бы под воду. Тектонические плиты, формирующие дно Атлантики, расходятся в стороны от срединно-океанического хребта со скоростью всего нескольких сантиметров в год.
И подобная неспешность делает почти невозможным внезапное появление и столь же внезапное исчезновение целого континента в человеческом масштабе времени. Геологические процессы, способные утопить остров размером с целое государство, требуют десятков, а порой и сотен тысяч лет постепенного опускания земной коры, а не одной катастрофической ночи, как описывал Платон. Иными словами, чем точнее наука восстанавливает реальную геологическую историю Атлантического океана за последние тысячелетия, тем меньше остается места для буквального прочтения легенды, и тем больше она превращается в собирательный образ, сшитый из нескольких реальных катастроф, разнесенных по разным эпохам и разным морям. Но именно здесь начинается самое неожиданное. Чем активнее геологи закрывали классическую версию легенды, тем настойчивее археологи находили в Средиземноморье реальные затонувшие города, пусть и куда более скромные, чем дворец с золотыми стенами. У берегов современного Египта, в Александрийской гавани, подводные археологи обнаружили остатки целого квартала древнего города, ушедшего под воду в результате серии землетрясений и медленного оседания побережья, фиксируемого письменными источниками еще со времен античности. Французская команда подводных археологов, работавшая в этой бухте на протяжении нескольких десятилетий, поднимала со дна обломки сфинксов, фрагменты колонн царского дворца и даже остатки маяка, некогда стоявшего у входа в гавань и считавшегося одним из чудес древнего мира. Часть найденных кварталов когда-то принадлежала легендарному дворцовому комплексу египетских правителей, и сегодня дайверы проплывают над улицами, по которым некогда ходили придворные, чиновники и торговцы, не подозревая, что под ними покоится целый утраченный район столицы. Сохранились даже свидетельства очевидцев 1605-летней давности, описывающие, как огромные волны после подземных толчков частично затопили улицы этого древнего портового города, а более поздние землетрясения довершили работу моря, окончательно опустив прибрежные кварталы под воду на глубину нескольких метров. Эти открытия доказали главное – Средиземноморское побережье на протяжении тысячелетий действительно теряло целые поселения под водой. Причем не один раз, а многократно, в разных местах и в разные века. От Александрии на юге до берегов нынешней Турции на востоке. Каждая такая находка подкрепляла гипотезу, что легенда об Атлантиде родилась не из одного конкретного события, а из самой памяти народов Средиземноморья о повторяющихся катастрофах, в которых море методично забирало у людей построенные ими берега, оставляя лишь пересказы из поколения в поколение, постепенно обраставшие подробностями и магией. Но и эта, более скромная, осторожная версия истории несет в себе собственную драму, не уступающую по силе Золотому дворцу Платона. Подумайте о людях, которые на самом деле жили в Тире накануне извержения. Торговцы, чьи корабли только разгрузились в порту, дети, играющие на улицах, расписанных яркими фресками с изображением лилий и обезьянами, найденными археологами под слоем пепла спустя тысячелетия в почти нетронутом виде. Эти фрески сохранились настолько хорошо именно потому, что извержение засыпало город целиком и быстро, прежде чем огонь или грабители успели уничтожить настенную живопись. И сегодня туристы в музеях разглядывают цвета, нанесенные рукой художника, погибшего или спасшегося в день, когда небо над островом стало черным. В этом смысле подлинная история острова Тира оказывается даже страшнее и человечнее легенды об Атлантиде. За красивым мифом о наказанных богами завоевателях стоят обычные люди, которые в одно утро увидели, как их остров буквально взрывается у них на глазах. Археологи, раскопавшие минойский город Акротири на Тире, обнаружили под слоем пепла улицы почти без единого скелета. И эта странная тишина натолкнула исследователей на осторожную, но человечную догадку. Жители, в отличие от помпейцев много веков спустя, успели почувствовать первые подземные толчки заранее и покинуть остров на тех самых кораблях, которые позже, возможно, погубило цунами уже в открытом море. Если эта догадка верна, перед нами не история внезапной гибели тысяч людей в одну ночь, а история целого народа, который спасся бегством, но навсегда потерял родной остров, ставший спустя века почвой для легенды о наказанных богами гордецах.
Глубокий философский смысл всей этой долгой охоты за затонувшим островом, пожалуй, не в том, существовала ли Атлантида в буквальном смысле слова, а в том, что человечество за 2500 лет так и не перестало искать доказательства одной и той же тревожной мысли. Даже самая развитая, богатая и уверенная в себе цивилизация может исчезнуть в одну ночь, оставив после себя лишь слой пепла и обрывок легенды, передаваемой из уст в уста. Каждая новая подводная гора, каждый затонувший квартал древнего порта, каждая фреска, извлеченная из-под вулканического пепла, становится новым осколком этой древней тревоги, найденным на дне моря спустя тысячелетия. Пока вы слушали этот рассказ, где-то у берегов Канарских островов и Санторини продолжают работать подводные роботы, медленно опускающиеся в темноту в поисках следующего фрагмента этой головоломки, которую человечество собирает уже дольше, чем существует большинство известных нам цивилизаций, и которую, возможно, не соберет до конца никогда. И каждый раз, когда очередная экспедиция поднимает на поверхность образец породы с глубины нескольких тысяч метров, она на самом деле поднимает не доказательство существования Атлантиды, а доказательство того, что Земля под нашими ногами и вода вокруг нас никогда не была такой неподвижной и надежной, какой нам хотелось бы ее считать. А острова, на которых мы привыкли жить, в геологическом смысле слова находятся в гостях у океана не навечно.